К сожалению, сейчас многие семьи находятся в долгой разлуке. Посоветуйте, как сохранить отношения на расстоянии. Ну, действительно, да, таких запросов много сейчас. И что мне кажется важным с точки зрения психологии семейных отношений, пункт первый. Чтобы сохранить отношения и восстановить отношения, нужно сохранить и восстановить себя. То есть здесь тоже правило, да, что маску сначала себе, потом ребенку. Да? Здесь маску сначала себе, потом отношения. Очень часто мы хотим и ожидаем, что партнер будет нас лечить. Вот мне плохо, я поговорю, поплачу, все это, и мне станет хорошо. И так далее. Да? То есть вот мне сейчас плохо, потому что мы там в разлуке, потому что мы не рядом. И вот если мы будем рядом, все будет хорошо. Но нет, это такая ловушка психическая, и все будет хорошо, когда вам будет хорошо, вы будете способны себе помочь, да, себя восстановить, и дальше уже из этой позиции общаться с партнером. Понятно, что я сейчас говорю об идеальной картинке, и понятно, что нормально абсолютно, что время от времени вам хочется поплакаться, чтобы вас пожалели и так далее. Это все окей, но фоново в отношениях каждый восстанавливает себя и потом выступает ресурсом для другого. Это формула счастливых отношений. Хоть на расстоянии, хоть без расстояния. Второй пункт, он зеркальный. Это когда вы позволяете партнеру постоянно лечиться об вас. То есть вы такой спасатель. Вот здесь тонкая грань между тем, чтобы быть ресурсом для другого и быть спасателем для другого. Я предлагаю вам, если тема отношений на расстоянии вам актуальна сейчас, поразмышлять над тем, где проходит грань лично у вас. Грань между тем, чтобы быть для другого, для вашего мужа или для вашей жены ресурсом и быть для вашего партнера спасателем. Вот где ваша личная грань? Это очень полезный вопрос для размышления. И вопрос понимания, какие ваши отношения. Да? Потому что все отношения разные. И понятно, что во всех отношениях мы занимаем разные роли. Да? Но вот есть один полюс – это быть ресурсом, второй полюс – это быть спасателем. И каждая пара находит свою точку между этими полюсами, как это для нас, как в нашей паре это. Третий пункт – это про отношения на расстоянии, это продолжать делиться своей жизнью. Тем, что у вас происходит, тем, что вы переживаете, тем, что вы чувствуете. Здесь, опять же, если у вас возник диссонанс между первыми двумя пунктами и третьим, что делиться своими чувствами, да, подумайте, где у вас лично в вашей паре проходит грань между делиться чувствами и лечиться о другого человека. Следующий пункт – это говорить о будущем с партнером, да, строить планы, рисовать картинки будущего общие, которые для вас обоих значимы, которые будут той ниточкой в будущем, которая соединяет. Да, это важная история. Много об этом нужно говорить, планировать, думать, как вы хотите. Исходя из желания, вот как бы мы хотели, что бы мы хотели в будущем, где бы мы хотели жить, чем бы мы хотели заниматься, как мы хотели бы проводить свое время, куда мы хотели бы поехать в путешествие и так далее. То есть из позиции, что вы хотите. И постепенно вот эти картинки внутри, да, они будут вас вести в нужном направлении для того, чтобы когда-то стать реальностью. Так работает наша психика. Еще важный момент – понимать, что часть пар, они разойдутся. Это будет достаточно высокий процент. В этом нет трагедии. Это не война виновата, не расстояние виновато. Война и расстояние – это катализаторы. То есть это проявители того, что и так было в ваших отношениях. И здесь важно думать о том, что одно заканчивается, другое начинается. Еще раз. Война и расстояние ничего нового не привнесли, они проявили, они катализировали. Либо ваша пара с этим справляется, идет дальше, либо не справляется, и каждый идет своей дорогой и выбирает партнера, который соответствует вам в той точке, где вы сейчас находитесь, в той точке вашего развития.